Еще раз хочу рассказать вам про вот это вот чудесное устройство, про этот паровоз. Пеллетный гриль. То есть гриль, печка, коптилка, которая работает на... Ну вот то, что они называют пеллетами, эти модные чуваки. В общем, гранулы из опилок. Гранулы из яблочных опилок, которые горят очень равномерно, дают очень вкусный сладкий дымок. И самое главное, что этот гриль умеет нагревать и поддерживать строго определенную температуру. Такое не может больше никто. Вот у меня, знаете, что на столе стоит? Уточка. В холодильнике бедненькая лежала долго-долго. Смотрите, у нее от холодильника аж полоски такие. Ничего, мы ее сейчас накачаем, она раздуется и получится ровно такая, как в Китае. Да-да, я собираюсь приготовить утку. Не буду говорить по-пекински. Потому что так много умников, так много умниц много в интернете. Ой, господи, боже мой, 2 раза в Китай съездили. 1 раз видео посмотрели, как это готовится. Они приходят и говорят, не так, это все готовить не так. Значит, звездчатый анис, во-первых. Ну вот, да, 3 штуки, ну хорошо, пусть будет 4. Пусть будет по-вашему, потому что все равно половина туда-сюда уйдет. Вот это не кассия. Это не кассия, это корица. Видите, она какая тоненькая. Потому что и про корицу тоже очень много умников. Они приходят, говорят, это не корица, это кассия. Это вы, ребята, еще уху для Ютуба не готовили. Вот вы сварите уху и опубликуйте ролик в этом вашем интернете, в Ютубе. Вот, в Ютубе, видите, написано. Вам знаете, что напишут? Вам напишут, что это не уха, что это рыбный суп, что настоящая уха. В общем, все правильно, все правильно. У меня казан, котелок не настоящий, рыба, как правило, не настоящая, огонь не настоящий, вода не настоящая, поэтому уха у меня тоже не настоящая. Утка по-пекински у меня тоже будет не настоящая. И вот это я говорю уже вполне серьезно. Я говорю, сегодня буду готовить очень такой упрощенный вариант. Пока что я растираю черный перец, гвоздику, перец хуадзе. Такой есть китайский перец хуадзе. Он, знаете, он не столько остроту дает, он создает на языке такое интересное тактильное ощущение. Язык как бы вибрировать начинает, понимаете? Идите сюда, посмотрите, как это пахнет. Вот, значит, посмотрите на меня, и вы так, как я, не мучаетесь. Не надо так мучиться. Идите в китайские магазины, купите смесь приправ, которая называется усяньмань. Запомнили? Усяньмань. Там ровно эти 5 специй, они уже перетерты в порошочек. Это как раз те специи, которые к утке подходят как нельзя лучше. А я вот, мне делать нечего, и я растираю в ступке. Ну, зарядкой-то надо заниматься, понимаете? Что я еще хотел вам сказать? Там же, в этом же самом магазине, либо в этом вашем интернете, закажите и купите соус хой син. Хой син. Запомнили? Все это продается. Вот где бы вы ни находились, особенно если вы находитесь в Уссурийске, не знаю, там, в Биробиджане, там всего это китайчатины сколько хочешь. Но купить можно где угодно, вплоть до Калининграда. Интернет всесилен. Значит, приправы многие такие деревянистые, и поэтому не размалываются они в порошок. Либо нужна какая-то электрическая мельница, не знаю. Значит, вот сито, вот обычное сито. Берем сито, пересыпаем все приправы сюда. И все, что измололось мелко в порошочек, этого нам как раз хватит. Понимаете? А все, что крупное, это оставим на другой раз, на потом, на потом. Вот это покажи. Чудесная смесь, китайцы любят такое, в которой надо добавить немножко молотого имбиря. Можно взять и свежий, но и молотый сработает отлично. И теперь сюда вот этот самый соус для приготовления утки по-пекински, соус хуасин. Вот как он выглядит. Но зато вкусный. Зато очень вкусный, честное слово вам говорю.
Я думаю, этого достаточно. Ну ладно, возьмем еще одну ложку для вас. Немного меда. Добавлю немного меда, чтобы это хорошо прилипло на утку. Ну и теперь размешать как следует. Надеть перчатки и вымазать вот этим всем утку как изнутри, так и снаружи. Соль кто будет добавлять? Пушкин? Александр Сергеевич, вы посолили? Нет, не посолил. Я думаю, что одной ложки соли без верха. Перемешали, и маринад для утки полностью готов. Однако, дорогие мои ребята, что бы вы там ни говорили о том, как готовить по-настоящему пекинскую утку, я вам могу сказать, что настоящая пекинская утка должна иметь розовое мясо внутри и хрустящую шкуру снаружи. Вот здесь между шкурой и мясом, аккуратно, чтобы не проткнуть шкуру, необходимо сделать углубление. Понимаете, вот взяли, обрубили под самый корешок эту утиную шею. Эта утиная шея нужна мне. Кто так делает? Не делайте так больше. Поубивал бы. Просто если бы была шея, я бы сейчас накачал эту утку, потом шею бечевочкой-то перевязал бы. Сейчас тоже попробуем, конечно, бечевкой перевязать, но не знаю, что у меня получится. И, во-вторых, через шею очень удобно запускать шланг от насоса, которым накачивают колеса. Вот раньше у китайцев не было никаких насосов для накачивания колес. И они накачивали уток как? Ну, угадайте, как? Брали трубочку и дули. Ага. Я в прошлый раз так и сделал. Чё мне только не написали. Как будто я их позвал доедать утку после того, как я ее надул. Давай. Еще и не почистили хорошо. Ну, вот это неправильно, конечно. Но я же тороплюсь. Хочу поскорее вам все показать. Поэтому делаю вот так. Это надо было сразу, когда ощипывали, хорошо и тщательно ощипывать. Сейчас бы этой уткой бы по мордасам. И теперь, чтобы моя рука не пропахла великой китайской стеной, надеваю перчатку. Только для этого, не для того, чтобы утку не испачкать, понимаешь ли. Где перчатки, где перчатки? Почему ногти? Ровно для того, чтобы моя рука не пропахла. И эту смесь в основном туда, вот вовнутрь. Вовнутрь, как следует. Видали, какая утка-то стала накачанная, красивая? Ну и здесь по поверхности что-то тоже. Крылышки как следует смазать. Все. Больше ничего не надо. Соус хуасин есть, все специи, которые полагаются, есть, соль есть и даже немного меда тоже есть. Если эта утка получится не так, как мне хотелось бы, то тогда я ничего не понимаю ни в жизни, ни в кулинарии. И еще вот что. Ну, видите, какой разрез. Ну, смотрите, ну раз так можно разрезать так сильно. Вот палочку, спицу деревянную беру и зашиваю. Уменьшаю это отверстие. Не нужно такое большое отверстие здесь. Опа. Все. Подставочка. Утку на подставку. Открываем. Я убрал решетку, чтобы
птица уместилась у меня в этот гриль. Ставлю ее вот так. И где-нибудь, наверное, в ножку вставлю щуп, чтобы гриль готовил эту утку до температуры 64-66 градусов внутри. Больше не надо. Вот посмотрите, как у нас что получится. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка Stalih Видеобук никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Stalih Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталих Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные, вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Уточка очень готова. Посмотрите на нее, полюбуйтесь. Осталась одна очень важная операция. К подаче утки следует подготовиться. Необходимо либо лаваш нарезать, такой тоненький лаваш, да, либо напечь особых блинчиков. Бывает, их пекут с рисовой мукой, бывает с пшеничной, неважно. И нужны огурчики нарезаны тоненько. А еще там же, где продают приправы усяньмань, вот этот набор специй, из 5 специй, и там же, где продают соус хуасин, который пошел для приготовления уток, там же нужно купить китайский сливовый соус. Он очень хорошо сочетается с уткой. В казан я налил масло. Сейчас это масло я очень быстро разогрею до 230-220 градусов. Это обычное растительное масло, такую температуру оно даст выдержит. И смотрите внимательно. Сейчас начинается самое интересное. Итак, зачерпываю половником раскаленное масло и поливаю утку. И это сделает шкуру хрустящей, невероятно вкусной.
перевернуть на другую сторону и повторить процедуру. Ну, мне кажется, уточка выглядит теперь гораздо веселее, чем она выглядела при жизни. Уточка более чем готова. Немножко лишнего жира стек. Хотя вот утиный жир лишним не бывает. И пора нарезать. Значит, правильную утку по-пекински надо нарезать правильно. Я этого делать не умею. И, наверное, никогда не научусь, потому что не заканчивал кулинарного техникума, не говоря уже про Пекин. Проще всего нарезать грудку. Вот так. Точная температура, щуп-термометр. Все это помогает приготовить ровно так, как задумано. Понимаете? Не знал бы я, какова там температура внутри, что бы у меня получилось. Я не знаю, что угодно. А сейчас приготовьтесь к самому лучшему. Нарезать необходимо так, чтобы на каждом кусочке мяса, точнее кусочке мяса и утиного жира, должен быть еще и кусочек утиной шкуры. Вот этой восхитительной, хрустящей, пропитанной маринадом, очень аппетитной. Понимаете? Вот она. Сок из грудки вытекает абсолютно прозрачный, что даже по бабушкиным кулинарным книжкам означает полную готовность птицы. Дальше готовить было нельзя. Ух, сколько там сока! Ох, сейчас весь этот сок прольется. Весь сок прольется. В следующий раз давайте договоримся так. Я вам утку приготовлю, а хотите нарезайте, хотите обгрызайте ее сами, ладно? Потому что нарезать утку, это для меня самое нелюбимое дело. Нелюбимое, любимое, нелюбимое, но делать-то это надо, понимаете? Знатоки утки по-пекински говорят, что самое вкусное – это шкура со спины. Хотя у нас, я еще раз повторяю, никакая не утка по-пекински. Это то, что может любой из вас приготовить. Вот был бы такой гриль, да уточка, и все. И дальше, как говорится в пословице, приготовит даже тот, кто посмотрел этот ролик. Шкурка со спинки, иди сюда. Уф, хватит брызгаться, хватит брызгаться. Я ее режу, она говорит, и оттуда сок. В общем, обычно, после того, как заканчивается рекламная кампания, я смотрю и думаю, мне вот это надо или не надо, или куда-нибудь деть это, не знаю, там. Иногда, если деньги нужны, продаю. Как бы деньги мне не были нужны, я вот эту погремушку не продам никому. Потому что получается супер. Грудка получилась просто восхитительно. Да? Вот приготовил утку, получается еще лучше. Ну, посмотрите. Посмотрите, какая уточка. А? Жду комментариев про то, что вот из этих косточек, которые остается, обязательно надо сварить бульон. Вот купите уточку, купите гриль, приготовите и обязательно сварите бульон. Слушайте, мне это уже надоело, я хочу пробовать. Мне надоело вот это нарезать все. Уж давайте хоть это правильно сделаем. Значит, сначала огурчик раз,
огурчик 2, ну, заворачиваем эдакую шаурму. Чего вам объяснять, ребята? Ну, вы это лучше меня умеете. Обмакиваем сливовый соус, кусочки мяса, кусочки утки. И вот этой едой не наедаются от пуза. Это не для того, чтобы нажраться. Это готовилось для того, чтобы восхититься великой китайской кухней, которая вот получается, даже если не очень умеешь готовить. Приятного аппетита.